Привет! Вы на канале Тина Фокус «Тайна Израиль». В сегодняшнем видео я расскажу вам о самых интересных именах Мертвого моря. Ну что, начнем? Мертвое море – одно из уникальнейших и удивительнейших мест на нашей планете, расположенное между Израилем и Иорданией. Недаром это место окружено различными преданиями, мифами, легендами и имеет разные названия с незапамятных времен. Первое упоминание названия «Мертвое море» найдено в трудах древнегреческого ученого Павсания, жившего во II веке нашей эры, который одним из первых исследовал воды данного озера. Само озеро определяется в названии «мертвым», потому что считалось, что из-за высокого содержания соли в нем не могут жить ни рыбы, ни другие организмы, за исключением некоторых видов бактерий в устье реки Иордан. Однако, в последние годы 20-го, начале 21 века в озере было обнаружено около 70 видов амицетов и высших грибов, способных переносить максимальную соленость данного водоема. На арабском языке Мертвое море называется Аль-Бахр Аль-Маит, что в переводе означает «мертвое море». Или реже, согласно текстам Корана, арабы именуют его Бахр-Лут, что в переводе означает «море Лута» или Лота. Другим историческим названием на арабском языке было море Зоар, по названию близлежащего города, существовавшего в библейские времена. Древние греки и финикийцы называли это озеро Италат Асфальтис, в переводе «асфальтовым», так как смолили добытым из него асфальтом свои корабли. Это одно из немногих месторождений природного асфальта, которые разрабатываются по сей день. В Торе или Ветхом Завете озеро упоминается как Соленое море, Ям-Хамелах, море пустыни, Ям-Ха-Арава, Восточное море, Ям-Ха-Мизрахи, Сдомское море, Ям-Ха-Сдом. И все эти названия связаны с историей Сдома и Гоморры. Да-да, именно это озеро связано с той самой легендой, согласно которой Всевышний, собираясь покарать погрязшие в разврате Сдом и Гоморру, предупредил об этом праведника Лота. Тот ушел с женой из города накануне его разрушения. Но женщина нарушила запрет Всевышнего и, уходя, оглянулась на родные стены. За это она была превращена в соляной столб, который и поныне возвышается на берегу Мертвого моря и зовется женой Лота. В 70 году нашей эры осадившие Иерусалим римляне устроили показательную казнь раненым военнопленным. Несчастных, закованных в тяжелые цепи, сбросили с обрыва в Мертвое море. Но случилось чудо. Люди не утонули, а все до одного всплыли на поверхность. Мало того, раны их стали затягиваться прямо на глазах у палачей. И тогда пораженные завоеватели отпустили пленных. Так, по легенде, Мертвое море спасло людей от гибели и стало именоваться морем, дарующим жизнь. Друзья, а как вы считаете, какое название больше всего подходит этому соленому озеру? Обязательно пишите ваше мнение в комментариях, подписывайтесь на канал и ставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые увлекательные видео. А в Израиле еще много тайн, и в одно видео они все не поместятся. До скорой встречи!